Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Здрасте. Да? Да, да. Слушай, вам на Садовую? Здрасте. Да, все верно. Москва. И это Бэха-тройка, нормас. А, вы про машину-то? Да. А что ты на этом гоняешь? Смотри, панорама. А вам не нравится? Или вы в претензии напишите отзыв плохой? Да типа нет, хотели поехать на полике, а приехал танк? Не, накажите водителя срочно. Ставь 4 звезды. Блин. Не, честно говоря, удивительно, на самом деле. Действительно, да? У вас в Питере нормально, да, на таких машинах ездить? Ты, Миш, что-то последнее время перед фрейрами понты кидаешь. Да нет, конечно, но это больше исключение из правил. Вопрос-то в чем? Почему на такой машине работаю? Да. Сейчас я вам расскажу историю, которую никто никогда не слышал. И вообще это очень свежая и новая история, которая вас просто вот, ну, удивит во многом. Я не просто таксист. У меня есть свой бизнес. Слушайте, а что за бизнес у вас? Ну там-то долго объяснять там. С этими биткоинами немножко. Биткоинами. А работаю я, как выясняется, сегодня исключительно для того, чтобы поднимать настроение пассажирам, и чтобы у них был комфортный, думаю, что нам по кругу придется все это объехать, чтобы не давать, чтобы был комфортный комфорт, скажем так. Вот как-то так. То есть возможность, отвечая на ваш вопрос до конца уже, есть возможность работать на такой машине. Я всегда присутствую такой принцип у меня всегда был по жизни, что вот если я где-то работаю, ну неважно, где бы я ни работал, то есть если бы я работал в офисе, у меня было бы, ну, может, не самое, но очень дорогое кожаное кресло с массажем, не знаю, с каким-нибудь там, еще чем-нибудь там. Вот, если бы я работал поваром, у меня были бы там дорогие ножи. То есть если я провожу долго времени на какой-то занятости, то мне важно, чтобы мне было комфортно. И если у меня появляется возможность обеспечить себе этот комфорт, я его обеспечиваю. И даже, так скажем, не реагирую на темы типа, можно же как-то, вот соизмеримо там затратам, чтобы было выгодно. Но у меня есть возможность, поэтому я именно вот так. Ну, понятно. Слушайте, уважаемый бизнесмен, можем мы просто молча поехать? Да, просто давайте помолчим и в тишине поедем, и все. Я не призываю всех таксистов пересесть на танки срочным образом. Нет, такого нет. Но если у меня есть возможность, то я буду там, условно ходить в трусах Армани, а не в ситцевых с рынка. Ну, вот я типа того. Ждал промокод на танк, да? Слушай, удивительно. Так, а получается работать либо зарабатывать? Это две разные вещи. Так нет, если у меня есть доход, который мне помогает содержать эту машину в порядке, и, соответственно, еще этот доход у меня связан, в смысле, эта деятельность у меня связана с бизнесом, который у меня есть, то я, соответственно, так вот могу себе позволить. На самом деле... Я очень завуалированно говорю, я понимаю, есть возможность на этом, собственно говоря, и можно остановиться. На самом деле удивительно. Вот мы в Питере, скажем так, чтобы танк приехал, допустим, мы из Москвы. Из Москвы? Да, из Москвы к вам проездом, на самом деле, по делам заехали тут, и что приехал танк, не знаю, К5 ожидаю, честно скажу. Может быть. Камри Toyota, может быть, от силы Mercedes E-класса, от силы. Но танк, это удивительно, на самом деле, прикольно. А что у нас здесь проездом? С проездом? А у нас пробки, как в Москве. Нет, я не понял, почему у нас проезды здесь все закрыты. Я не знаю, мы сможем проехать-то, мне интересно. По-моему, все закрыто. Сейчас мы еще где-нибудь здесь встанем. Мы не встанем. Мы все-таки на танке. Да, я думаю, что мы сможем проехать, если что, и через поребрик. Просто не очень хотелось. Не, все нормально.
знаете, что отличается все-таки Москва от Питера? Плохой погодой? Ну, это как минимум, но люди чуть другие. Да? На самом деле люди другие, да. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй. Сейчас сидели в баре там, ну как-то все по-другому у вас. А можно это словами описать или нет? Ну, или все-таки это не проще это вот на уровне ощущений? Ну, проще? Проще, да. То есть проще общаться, проще, как это вот так смотришь на людей, они простые. Да. А в Москве как бы на самом деле как бы все сложно. Погоди, Что приехал к нам танк, да, там, к примеру, к такси, ну как бы и человеком можно было просто поговорить, но это было бы сложно. Серьезно? Да. Слушай, все, конечно, классно, но по уходу бумаги остались там. Я вот сейчас смотрю, а их нет. О чем там сидели, подписывали? В смысле ты оставил? Папки нет. Ну, а белая, скатерть белая, все белое. Ну, блин, плохо. Пам-пам-пам-пам. Так, а как нам быстро вернуться? Подожди, сейчас Ну, быстро мы не сможем вернуться, это 100%. То есть, Понятно. Так, да. а как быстро? Я сейчас наберу, узнаю, что-то. Не знаю, как быстро. Всегда все Здесь вы сами видите, мы сколько объезжали, а сейчас в ту сторону закрыто у нас все. Чтоб какая-то. Слушай, Нам, если нам ехать, то нам объезжать нужно будет с той стороны. там же папка чокнешься на сколько там Да машин? ладно, не скажу, что там. Да понятно. Так, а что это самое? Вы поменяете адрес просто и доедем, если Да вам мы не надо. заказывали такси. А кто заказывал? Наш товарищ заказал, мы не местные, еще раз Вот говорю. это доброта. Я что-то в Яндекс зашел, начал там щелкать, что-то у меня там не получалось, в итоге он заказал, и все. Я говорю, вообще удивился, что там приехал. Ну, я могу с другой стороны только подъехать к зданию, но нам нужно будет все равно, вам нужно точку поменять, потому что это тоже денег стоит, как Да, говорится. похер, докинем, доедь. Чего докинем? Ну сейчас после звонишь, Слушай, что машин может, там? может он сам подскочит, Еще конечно. 50. Сколько там в этой Да папке? ладно, сейчас это зачем? Сейчас дозвоним за него, что-то вдруг не берет. Ну а сможем, да, подъехать или что? Да докинем, ну, по деньгам не проблема. Прямо ну, срочно. Ну, я понимаю, докинем. Ну, скажите, сколько хотя бы, так говорит, Да, докинем. Все говорят, сколько? докинем, а в итоге Давай, не докидывают. Что надо, говори по делу. Подождите, я поменяю Да, сейчас. подожди. Чё там? Все поменяю. Бля, тут еще одна, да, односторонняя. А мы сейчас Тут нет, мы можем с этой односторонние. стороны объехать, И мы не всё будем красное. возвращаться, просто, ну, вы скажите по деньгам и все, и поедем, чем вопрос. А что тебе надо? Двушки хватит нет? Двушки 200 рублей? Нет, 2000. Ну, 2000 хватит, ладно. Помчали, да? Ну, сейчас поедем. Давай, да. да, Опа. это там очень важно. Oh my God, you are the Да блин. Oh my God, you are the Там же и ключи, и все. А как вы так забыли-то? Да мы просто... Расслабились больше, чем планировали. Ну, Питер встретил нас, скажем так, очень весело, да. И кое-что просто забирали, и вот видишь... Здесь, кстати, камера висела, так что я вам дал на большое преступление. Закинь, Надо это не потом проблема. кинешь, что там, куда? Не, лучше сразу деньгами. Ай. Ай, да не Дай проблема денег, вообще. господи, дай пятерку или сколько? Да ладно, сейчас разберемся. Не обидим, скажите. Так. Ну, знаете, Мы там, может быть... знаете, сколько я слышал здесь этих слов про не Он обидим. мне так же говорил уже Вот 5 лет сколько, последних. просто нереально. А что вы сказали, у вас там машин каких-то? Да, мы, короче, Я да, вообще ничего не к вам понял. проездом заехали, на А. самом деле. И занимаемся... Почему удивился, что танк? Потому что у нас наши ребята в Москве, допустим, нет таких машин. Мы занимаемся машинами из-под такси. Вы занимаетесь машинами Да. из-под такси? Автозал, Плотно, может, да. слышал? А как? Автозал. Автозал. Автозао? Да. Да. Ну,
Ну, вы же в Москве, да, получается, В находитесь? Москве и в А вы- Краснодаре мы есть. Нас все слушают. А машины продаете только в Москве или вам все равно куда? там? Смотри, у нас есть филиалы в Краснодаре, Так. есть, и мы есть в Москве. И Ага. плюс у нас автовозы ездят по всей России. Слушай, прикинь, А, то не есть у вас слушаю. еще и с доставкой. Так, а подождите, у вас машины из-под такси, Из-под такси. по низу и рынка, вы, да. соответственно, их выкупаете у таксопарков, что ли, или как? Или у Покупаем чат? таксопарков, Ой, у лизингов. сразу, Где да. есть халява такси, там и берем, скажу тебе честно. Мгм. Неинтересно покупать по 2 машины, берем сразу пачками. Я сейчас вот 50, Полику в 70. задницу пристроюсь, выбежите тогда, ладно, пока. Давай, Мы его давай, купим. давай. Саня, Полик? Да. Вообще, ну. Саня, сгоняешь, возьмешь по- тогда, просто я не могу по-богатому, дозвониться да. до него, он что-то трубку не берет. Так. Чемоданов. Нет, я лучше перед Поликом стану, потому что здесь вон уже народ собрался, куча целая. Да, здесь да, вот ставим. Саня, только давай быстрее, что-то Всё, трубку давай, не берет. давай, Я, давай, честно говоря, это не шутки, ни хера. Так, всё. Так и, подождите, вы выкупаете машины, да? Ну смотри, мы вот даже, почему у вас в Питере купили машину тут, пачку, скажем так, и покупаем из-под такси. Так, вот вы По низу выкупили рынка, и... да. Мне интересно просто эта тематика, я скажу потом почему. Вы просто мне скажите, как работает эта Все схема. автомобили, которые ездят в такси в России, Да. вот все там, начиная от Датсуна, заканчивая, к примеру, те же Ешка Мерседесом, да, то есть весь перечень автомобилей, понимаешь, Эской, скупаем пачками Мгм. у таксопарков, у лизинговых, приоритет того, что покупаем пачками и продаем их по низу рынка. То есть прям по низу. То есть Частникам, то есть, ну, частникам, даже даем под выкуп, кредиты, все возможные варианты оплаты у нас есть. То есть, я не знаю, почему ты не слышал на самом деле. Автозал должны были слышать все. да. В инстаграме Автозал, просто забиваешь либо в Телеграме, либо в Инстаграме, и все там конкретно видно. То Любой есть, автомобиль, получается, такси, вы выкупили у парка там, ну, условно, 100 машин, да? к примеру. Да. Да, они появились у вас в Москве, вы Да. их выставили на продажу. Они через даже тебе какой-то больше ресурс, скажу, да? пока не едут от вас в Питер в Москву, Вы все они уже продаете? половину проданы. Нифига себе. То есть у нас настолько много клиентов, что люди просто онлайн оплачивают эти автомобили, предоплачивают, оплачивают, там, неважно. И мы автовозами также отправляем в регионы. То есть эти машины может покупать как, я не знаю, там, ну, условный студент, у которого Да. не особо много денег, он купил Да, ее да, тачку там да. из-под такси, да? Да. Отъездил на ней какое-то время там, да, благополучно. Или, например, я объясню, у меня на самом деле, вот сейчас мы дойдем до важного, у меня свой таксопарк, но он виртуальный, нет своих машин. Он виртуальный. Мгм. Вот, но мы вот буквально в шаге от того, чтобы все-таки начать работать со своими собственными автомобилями. Но вход сейчас, опять же, на лизинг, даже на китайские, он достаточно, ну, большой. А если взять какие-то бэушки, про которые вы говорите, например, Ну да, чё, мне кажется, прийти то тебе с начать с бэушками- тех же там 50-20 машин Ну да, это вообще не проблема. дешевле будет, чем я сейчас упрусь в какой-то вот большой... Однозначно большой- дешевле и однозначно проще. Я тебе говорю, плюс низ рынка. То есть открываешь Авито, смотришь рекламу, первый там, к примеру, тот же Солярис, там, к примеру, 1 200 000, Да. он стоит 1 050 000. Да. И нет таких цен. И на Авито даже этих машин нету, которые у нас продаются. То есть в Инстаграме там все актуальная информация. Мне, кстати, жене нужна какая-то лохматка. Слушай, мы Cool Ray сейчас взяли. Cool Ray взяли 21 года. Но по это не 1 600 000. лохматка уже, я бы сказал, это Не, ну нормальная слушай, тачка. ну жене паркетник, я считаю, Cool Ray вообще вполне как бы, ну, Да, Там. а почем он получается? 1 600 000. 1 600 000. То есть Cool Ray 21 года ты покупаешь за 1 600 000. Ну, как бы таких цен, ну, Ну, объективно вообще, нет. на самом деле, объективно нет. Да. И есть выбор автомобиля. То есть не одна машина там стоит, там, которая там вся перекрашена. Ты переходишь, выбираешь там машину. Из 15 ты выбираешь себе одну. Ничего себе. Да, склад большой. Потому Ну, это что здорово. и юридически все автомобили чистые. Раз. Низ рынка. 2. Доставка по всей России. 3. Доставка по Москве. 4. То есть, А он в принципе, пришел уже, ваш товарищ. Пришел, да? Да. Ну что, все нормально? Нормально. Они Ты точно же все забрал? Да, Можем они ехать? отложили, на столе все лежало, они убрали нормально. Там денег Мож- сунул. Можем Спасибо, ехать? девочка. Да. Поехали. Поехали, на самом деле. Сань, ты тоже, блин, Главное, такие выехать вещи себе элементарные, отсюда. ну ты как-то на ровном месте. Ну, слушай, ну, там же как это было, как всегда, коньячок, давай подешевле. Ну, что ты? А потом ПТСки восстанавливать. Так, а сейчас, получается, у кого-то выкупили, да, тачки? Да, у вас взяли в Питере там 40 машин. О, ничего себе. Сейчас Прикольно. будем грузить на автовозы и, скажем так, в Инстаграме опять же все увидишь, если подпишешься. Блин. Актуальная Слушай, информация. я думаю, 1070 получится дешевле. Мне на самом деле, да, мне интересно, я говорю, что мне жене нужно тачку купить. Потому что она прям, ну, в слезах меня уже топит первый. Да, переезжай в Не Москву. первый. Сделаем скидку тебе хорошую на самом деле. Так как на танке Но я ездишь, еще на в такси такси скидку работаешь. не сделаю.
Ну, то есть это не алаверды, мужики, поймите меня правильно. То есть ты ему денег еще не дал, да, правильно? Так, ты точно все давайте я вам телефон свой продиктую, а вы мне в WhatsApp скинете ссылку на инсту, ладно? Давай. 891. Таксиста Да, таксист номеров нормальный. Инстаграм и в WhatsApp тоже есть, и ВКонтакте есть, везде, короче. Ну, то есть, я так понимаю, судя вот по цене на Coolray, то есть ценники у вас более чем внятные. Да? Там же полики без окрасов были в пуле. Что еще было? Да, ну А смотри, какой ассортимент реально автомобилей? Ну, то Смотри, есть ты что можешь там? купить по деньгам, давай так. То есть Например, я могу купить как физическое лицо, я И могу как купить как юридическое Пожалуйста. лицо. Ты Что у меня можешь еще и в ИПшка и кредит есть ИО. купить. Еще и в кредит. А если ты был бы гражданином не России, то Так. ты мог бы в подвыкуп купить? А даже так можно? Пожалуйста. Да, потоков даем. Ничего себе. И от 450, допустим, Datsun у нас стоит там 19 года 450 тысяч. Ну это Да, вообще механика. какой-то коммунизм, я бы сказал. Да, Это и вернись на 2 года назад, да? Пола 21 года, там, примерно, Ага. 1 200 там старт. Ага. 21 года Пола. Мгм. То есть таких объективных цен нет. Coolray Да. ты цену услышал 1 600 000. Да. Камри там, к примеру, по 1 900 000, 70-ки. Ага. 19-18 года, там 55-ки Камри есть, Оптимы есть. Ну, весь перечень автомобилей, которые у нас, в принципе, присутствуют. Такси, которые катаются, ну, кроме танков. Честно, танков не было. У меня есть надо. танк, мне Да. не надо. Покажи Мне про пробег, другие- да. Про другие тачки. Я, Ну, кстати, пробег у меня, могу сказать, что Какой, вообще... Сейчас вам покажу. 6554 Пока километра. свежий. Слушай, ну это я тебе цифры мои есть, вот я тебе скинул Да, ссылку. хорошо. Будешь продавать танк, ты можешь набрать. Конечно. Хорошо. Special for you Тысяч через 50 пробега. Или замешать на что-то, правильно? Да, без То есть проблем. мы же сможем замешать? Можем. По-родственному теперь уже как бы, да? По трейдину можем забрать пару. То есть ты даже есть до такого, что ты можешь перегнать, к примеру, даже вот возьмем твою машину, там, примерно, там 7 миллионов она стоит, да? Мгм. Ты можешь приехать поменять на 7 автомобилей, которые тебе надо, там, ну, по цене, опять же. То есть такого есть. Это То есть- вы удачно зашли. я бы сказал. Пам-пам-пам. Да. То есть смотри, отдаешь свой танк, нанимаешь 7 водителей Да. и просто сидишь в офисе зарабатываешь. Да, Или дома. да. Ну или дома, все. Блин, ну вообще огонь. Перспектива очень даже положительная. Главное, чтобы мы выехали отсюда сегодня. Я чувствую, что нам сегодня... Процессе, Земляк да. впереди стоит. Да, только Ой. вы должны понимать, что вот опять же, ты просто то, про что я говорил, да? То есть вы не поменяли точку, а я сколько времени провожу, мы еще Слушай, даже мы тебя не отъехали. отблагодарим. Нет, Нет, я давай так, говорю, нет. почему я с этого начал, что не просто я такой, типа, там, прижимистый, я просто понимал, что мы в эту задницу, извините за выражение, застрянем и будем ехать, а время-то идет, а у вас не счетчик, у вас... Ой, давай же не жалуйся на самом деле. Я не жалуюсь, я просто Сейчас объясняю, я ж тебя про другое. благодарим, не проблема. Ты Нет, реально, вы ты уже точно обещали всё скидку. намекает, Вы а? уже обещали скидку на тачку, поэтому Да, вы да, меня Нет, ты отблагодарите. на большие скидки там не рассчитывай, на самом деле, ну как бы Нет, скидку в сделаем. рамках В рамках разумного, конечно, разумного, сделаем. да, Да. хорошо. И ты знаешь, очень много людей, у которых нет денег, тачки покупают. Я просто удивлен. Приезжают к нам ребята, которые просто вот, приезжие, допустим, страны СНГ, да? Да, Негде работать, там, учатся и так далее. да. Берут под выкуп машину и работают. Прекрасно, что. Не работают, а зарабатывают. Это важно, я подчеркиваю этот момент. Зарабатывают. Но это же, опять же, можно же приехать, забрать и пригнать, да, из Москвы ее в свой Да. регион. Да, пожалуйста, да. Получается, да? Да, Это же да. не обязательно те, кто в Москве Смотри, сидят. есть еще вариант какой, можно не приезжать. Ты пишешь, тебе обзор кидают, смотришь видео, все, там предоплат кинули, еще как. И вы доставку на организовали. автовозе, да, конечно. Ну вообще огонь. Вот мы пока сидели сейчас в баре, у меня Volkswagen Polo оплатили. То есть клиент в Краснодаре Так, оплатил мне целиком на карту за машину, так. 1 180 000 он туда скинул. Оплатил и вечером грузит его на автовоз в Краснодар. Просто по видеообзору. То есть доверие людей, понимаешь, какое? Объективно. Фиксинг доверия, представляешь, с Краснодара в Москву смотреть, сколько это, 3 дня? Ну да. Картинку посмотрел и... Не то, что как бы на доверие. То есть вкидываешь вин-код, говоришь все как есть. Если ты где-то что-то не так сделаешь, то понятно, доверие к тебе пропадет. Надо быть клиентоориентированным. Всегда. Ты тоже, когда клиентов ходишь, ты тоже, наверное, как-то... Так мы же выяснили, что я максимум клиент-ориентированный. Я работаю на танке. Куда уж больше клиентоориентированным быть. Даже в Дубае таких не было танков, если честно. Пам-пам-пам. Прекрасно. Красив- У вас город, если честно. Да, я тогда остановлюсь, вон где тачки стоят, да, Да, перед да, ними? вот такси, Давай, вот давай, эти давай. вот, остановись. Нормально. Слушай, ты нас на самом деле очень сильно выручил. Да с этими перестаньте. документами. Сань, ты тоже, конечно, на Ой, ровном не месте. начинай. Этот, блин, я не знаю, конечно, ваших расценок, но в Москве бы, наверное, думаю, на это хватит. В Москве, наверное, бы... Ну, в Питере, Хватило. может, половинку? А ну, 8. Так, правильно. То я не делил 10 тысяч. Сейчас вот. Это мне, это ему. Какой-то спокойный человек. Да вы что-то, не, вы что-то на самом деле
Мне кажется, Слушай, борщи. ты там проехал под камеры, на самом деле, немало. Поэтому, мне кажется, может быть, тебе еще не хватит. Да. Уверены? Я уверен. Поэтому все равно еще поедешь за машиной, как бы мы тебя благодарим. Видимо. Ну ладно, спасибо. Меня на самом деле Евгений зовут. Саша. Меня Влад. Да, очень приятно еще раз. Я напишу тогда это самое вам по ссылке, напиши, я тебе скажу, скину. что это Евгений на танке был, да, чтобы вы меня, соответственно, запомнили и Поверь, мы тебя запомнили. да, и, соответственно, поговорили с вами, потому что мне интересно и бизнес расширить, и, соответственно, жену порадовать, поэтому я обязательно это значит, к вам к нам обращусь. целиком. И, кстати, меня много приезжих спрашивает по поводу вот где взять тачки подешевле. Это, кстати, Варик, что у вас этот момент есть прописан, то это на самом деле очень полезная штука. Ладно, выпускаю вас, спасибо еще раз вам. Будешь Очень в Москве звонить. Хорошо, спасибо вам, Давай, ребят. до свидания. Пока-пока. До свидания. Что сказать вам, друзья мои? Вот так вот и происходит магия заработков. Эти, не скажу, что, конечно, натруженные бабки, но я люблю, когда люди отвечают за свои слова. Ладно, Москва, чувствую, у вас там все в порядке. В Москву ехать надо. В Москве вся сила. Я тут разгребу чуть. Еще раз, если, парни, будете смотреть это видео вдруг, несомненно, то спасибо вам большое. Можно сегодня уже не работать, что я, собственно говоря, и сделаю, правильно? Конечно, считай, весь день протрудился. Я молодец, они молодцы, и вы молодцы. Всем удачи, всем пока. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши.